В Запорожье чиновники никак не нажрутся, поэтому украли почти всю гуманитарную помощь, присланную украинцам. Вчера в Запорожье НАБУ с силовой поддержкой СБУ провело более 20 обысков и публиковали данные, о которых просто волосы становятся дыбом. Только в одном Запорожье чиновники украли 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагона и 220 грузовых автомобилей гуманитарки. Вы можете себе представить такие масштабы? А я вам сейчас попробую визуализировать, потому что сухие цифры человеку ни о чем не говорят. Поэтому посмотрите, как выглядит не 220 фур украденной гуманитарки, а всего лишь 30. Вот так понятнее, правда? Вы сейчас увидели около 30 фур, а это длинная очередь. Так вот, если умножить те фуры, которые вы только что видели, в 10 раз, то как раз столько было украдено в Запорожье. А теперь добавьте сюда 389 железнодорожных вагона и 22 морских контейнера украденной гуманитарки. Поверьте, 22 морских контейнера это очень много, а 389 железнодорожных вагона, вы представьте сами. Вот настолько был обворован только один город Запорожье. А сколько у нас городов? И это простой пример, как в Украине становятся миллиардерами. Так вот, после боевых действий у нас миллиардеров будет очень много. Не надо ни сеять, ни жать, просто воруй и продавай тем, у кого украл. В общем, по информации НАБУ, украденная гуманитарная помощь продавалась в магазинах АТБ и Сельпо. Подозрения выдвигаются главе Запорожской областной военной администрации Александру Старуху, его заместителю Злате Некрасовой, секретарю Запорожского горсовета Анатолию Куртьеву и депутату Запорожского горсовета Виктору Щербине. Так сказать, все слуги народа в сборе. В воровстве пожертвований также участвовали и близкие к Зеленскому олигархи. Хозяин сети АТБ, у которого более 1200 магазинов по стране, старый миллиардер Геннадий Буткевич. И по совместительству друг Зеленского, который занимает 15-ю строчку богатейших людей Украины. А сетью магазинов Сельпо, которых более 600 по Украине, владеет Владимир Костельман, занимающий 35-ю строчку местных олигархов. Вот вам и военное положение, при котором живут и не тужат. И никто этих ворюк даже к дереву не привяжет и не всыпет им ремня, как это делают сейчас с мелкими мародерами за украденную булку хлеба.